Сати Казанова всегда держала личную жизнь в секрете. Даже роман с супругом Стефано Тяццо она долго скрывала от поклонников, боясь разрушить хрупкое счастье. Однако слухи о любовных похождениях артистки ходили давно. Некоторые фанаты утверждали, что у Сати есть богатые покровители, которые обеспечили ей шикарную жизнь. В эфире программы «Секрет на миллион» Казанова официально подтвердила, что некий влиятельный бизнесмен приобрел для нее недвижимость в Москве и окружил заботой. Я не могу сказать его имя, так как он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребенка. С ним я была, как нежный цветок. Он дарил мне бриллианты, потом приобрел машину. Думаю, его супруга догадывалась обо всем происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне, поведала Казанова. В итоге, в эфире программы был показан сюжет про тайный роман артистки с казахским миллиардером Тимуром Кулебаевым, состояние которого оценивается в $3 миллиарда. Сати подтвердила, что именно этот человек в течение нескольких лет был для нее самым близким и родным. Отношения звезды и бизнесмена разрушились после того, как Казанова узнала о еще одной интрижке Кулебаева. Как оказалось, светская львица Гога Ашкенази родила миллиардеру сына. Помню, как я пришла к нему домой, а там на столе лежала газета, в которой рассказывалось про его тайный роман. Я спросила прямо, правда ли это. Он подтвердил, что правда. Понимаешь, одно дело догадываться, что к нему самолетами летают модели, а другое знать наверняка. В итоге, мы расстались. Но я до сих пор благодарна этому человеку за то, что он для меня сделал. Он оказал сильное положительное влияние на меня и мои взгляды, рассказала Казанова. По словам Сати, раньше она искренне считала, что мужчины обязаны обеспечивать ее, одаривать дорогими презентами. Сейчас же артистка полностью изменила свою систему ценностей. Благодаря мужу-итальянцу, Казанова поняла, что на самом деле важно в этой жизни. Будущие супруги сразу же почувствовали странное притяжение. Я до сих пор помню, как мы встретились взглядами на свадьбе у друзей. Потом мы долго общались, переписывались, а вот виделись всего раз 7 за год. В итоге, решили пожениться, так как были уверены в собственных чувствах, отметила артистка. В студии появился и супруг Казановой. Стефано Тяццо отметил, что конфликты между ними чаще всего возникают из-за его неряшливости. По мнению итальянца, избранница уже смогла стать важной частью его большой семьи, а мама мужчины и вовсе обожает невестку. Сейчас влюбленные пытаются привыкнуть друг к другу.
Иногда они очень сильно ссорятся, но даже не думают о расставании. Более того, Сати мечтает подарить мужу ребенка, и, возможно, пополнение в их семье произойдет в самое ближайшее время.